Всем привет! Давно уже с вами не виделись, но сегодня не смог удержаться. После того, как Денис закончил барбекю из моего поломанного бойлера, мне пришлось взять выходные и приехать, чтобы его протестить. У нас сегодня будет такое гаражное барбекю, и приготовим мы вот такой шмат мяса. Это биток на кости. Сначала мы его замаринуем, оставим мариноваться на сутки, а завтра приедем и его запечем в нашей барбекюшнице и немного даже подкоптим. Все, приступаем к изготовлению маринада. Для этого нам понадобится 1,5 чайной ложки черного перца. Мы брали перец, смесь перцев. 2 чайные ложки это сухие помидоры с чесноком и базиликом. Добавим немного соевого соуса. Добавлю 2 столовых ложки. Так, пол столовой ложки соли. Мясо как раз напитает за сутки то, что ему положено. И небольшую пачку американской горчицы 130 грамм. Так, размешиваю наш маринад. Вот такая получается жижка. Все, оставлю пока в сторону. И немного зачищу мясо от лишнего жира. Он нам не понадобится. Давно мы, конечно, не снимали кулинарных видео. Все, не было времени, весь в работе. Но поскольку на бойлере я буду жарить мясо первый раз, то пришлось. Но я думаю, что после этого дня мы будем стараться довольно-таки часто тестить нашу барбекюшницу, делать много рецептов и как бы развивать тему барбекю. Я планирую еще, возможно, развивать тему это гамбургеры, чизбургеры и, возможно, если вам будет интересно, начнем развивать с вами тему приготовления соусов. Так, ложка мне уже не понадобится. Хорошо обволакиваем наше мясо. Оно тут возле кости немного надрезано. Туда хорошо тоже, чтобы маринад попал. Перемешиваем это все дело. Все, и в таком виде оставляем мясо на сутки. Сейчас мы с Дэном займемся своими делами, а завтра встретимся и продолжим его приготовление. Итак, вот мы собрались на следующий день. Немного идет снег, но барбекюшницу надо протестировать. Тем более мясо уже замариновано. И, кстати, стакан для розжига Дэн тоже сделал сам. Очень рекомендую. Без него, без такого стакана, стартера для розжига и барбекю, это две вещи несовместимы. Достали, получается, кубик для розжига такой. Засыпаем уголь. Готовить нам придется где-то 1,5 часа. Получается, поскольку стакан большой, засыпаем сюда брикетов чуть больше половины.
Есть один нюанс. Если у вас барбекю металлическое, поскольку тепло она отдает на улицу, я рекомендую использовать лучше брикетный уголь. Если у вас получается барбекю керамическое, то лучше использовать хороший, качественный, обычный уголь. Итак, погнали. Поджигаем нашу таблетку, ставим по центру и сверху ставим наш стартер. И тут еще есть один нюанс, надо полностью открыть поддув. Ну и ждем, да, минут 15-20. Да, вот такой уголь, в принципе, в стартере разжигается до 20 минут. Он становится полностью раскаленный, покрывается белым пеплом, и тогда, получается, мы его уже высыпаем в нашу барбекюшницу и начинаем готовить. Все, ребята, прошло 20 минут, уголь отлично разгорелся. Как видите, сверху он уже начал немного белеть. Значит, высыпаем его в нашу барбекюшницу. Распределяем его по грилю. Ставим жарочную решеточку. И накрываем крышкой. Все, поддувало у нас остаются все открытые, что нижняя, что верхняя, для того, чтобы хорошо прогреть барбекю. Ну да, тем более она у нас сейчас запускается первый раз, и там какие-то, возможно, остатки краски, там всякое, какой-то мусор, который остался после производства, чтобы оно все максимально выгорело, да. И поэтому сейчас, пока мы пойдем дальше там готовить, подготавливать, оно пусть раскаляется, нагревается. Заодно протестим термометр, мы еще ни разу не видели, как он... А, так вот, он уже даже... Уже поднимается, он показывает, что в середине уже 150 градусов почти. Вот видите, все работает, и температура постепенно растет. Но сейчас надо будет его разогреть где-то до 250 градусов, потом закроем поддувало, скинем температуру до 180 и будем уже туда жарить мясо и немного его прикоптим. Ну что, погнали в гараж? Да, пошли. Все, барбекюшница разогрелась до 240 градусов, решетка тоже прогрелась. Сейчас открываем крышку, снимаем решеточку. Так, надо ее как-то, Дэн, пристроить. Ну давай где-то ставь. Я сюда. Давай. Все. Распределяю угли. Я так понимаю, Паша, мы будем жарить на непрямом жаре, да? Да, непрямой жар, потому что нам жарить придется долго. И если на прямом жаре, наш кусок мяса просто сгорит. То распределяем уголь по краям. А мясо будет лежать в центре, да? Да. Желательно сюда еще поставить лоток для сбора жира, но по дороге в гараж мы не нашли, где купить. И то есть будем использовать просто так, чтобы жир капал туда вниз. Теперь, как я уже говорил, будем немного мясо прикапчивать.
Вот такая у нас специальная щепа для копчения, такие бревнышки. Мы их заранее замочили где-то на час 20. Ложу сюда на уголь. Вот так вот. Один с одной стороны, один с другой стороны. Все, возвращаю решетку. И перемещаю замаринованный кусок мяса посреди решетки. Вот так вот. Все, теперь накрываю крышкой. И оставляем готовиться где-то около 1,5 часа. Как я уже говорил, единственное, что надо будет периодически контролировать температуру, чтобы она не повышалась больше 180 градусов. Вот 180-170 градусов это будет идеально температура, чтобы приготовить вот такой биточек на кости. Ну что, ребята, прошло уже 1,5 часа, даже там чуть больше, сейчас 40. И я пойду заберу наш кусок мяса. Не будем показывать процесс доставания мяса из гриля, потому как там уже на улице полная тьма, вот как вы видите, через калитку. Поэтому я Пашу жду здесь, камеру вот уже настроил. Запах вот. Обалдеть. Вот оно. Это, кстати, мы первый раз попробовали покоптить именно на гриле под крышкой. Да, Паш, запах действительно, именно вот как когда мы с тобой коптили, то на коптильне дома, очень похожий запах. Но здесь все-таки с углем это все происходило. Что-то где-то я там промазал между косточками. Оп. Ох, какое оно сочное. Вообще. Идеально сочное мясо, полностью пропеклось. Сейчас сок разойдется и будет идеально. Это божественно. Специи за сутки полностью промариновали мясо. Оно напиталось солью и вот просто обалденный запах копчения. Я сейчас сделаю. Так, бро, это тебе кусочек. Ну, спасибо. Кусочек Паша дал попробовать. Это я не знаю, что сказать. Ну смотри, скажу так, что если, допустим, держать температуру 170-180 градусов, час 40, да, получился там буквально впритык, короче. Если у вас падает температура меньше, то держите даже там 2-2,5 часа. То есть пересушить такое мясо под крышкой, ну, очень сложно, но лучше, допустим, его, ну, держать или мерить щупом. Поскольку мы щуп забыли дома, как-то вот так вот, то вот попали практически вот впритык, крови нету. И мясо очень сочное. Да. Спасибо всем за внимание. Приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.